Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ. Значит, подгоняют меня люди, подгоняют меня зрители с секатором. Когда ты будешь переделывать вот этот секатор? И что вы можете с своей стороны предложить? Друзья, значит, вот наш секатор, вот наша двухконтактная площадка, вот наша плата. Секатор предварительно разобрал, ну, соответственно, отключил вот этот индикатор. Он для работы никакой роли не играет, только индицирует индикатор. Вот, и будем с вами пробовать. Вот у меня есть такая трехконтактная площадка, полностью однотипная и идентичная данной площадочке двухконтактной, но уже трехконтактная. Надеюсь, видно. Значит, такую площадку отдельно я нигде не смог найти. Поэтому мной было куплено вот таких вот два переходничка адаптер аккумулятора. Один купил я на AliExpress. Он долго-долго не приезжал. И мне пришлось, поскольку надо было срочно, купить второй на Озон. Вот. И на AliExpress я уже забрал за него деньги. Там он $2, наверное, стоил. И каково было мое удивление, когда в один день один приехал на почту, второй приехал на Озон. Вот, я все это дело получил. Ну, один такой вот адаптер, вы видели, я установил на свой ваттметр. Ну, соответственно, предварительно извлек вот эту вот штуковину. И будем давайте пробовать, что у нас получится. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. Аккумулятор. Нет, давайте аккумулятор не этот. Давайте аккумулятор я возьму, друзья, родной. Возьму аккумулятор родной. Шидоку. Пускай будет Шидоку. И будем пробовать все это дело запускать. Значит, вы все помните, что при разборке секатора такого же, но трехконтактного, вот эта вот точка, вот, там было обозначено как высокие деревья. Здесь же какой-то там ЖРЖ или что-то в этом роде. Не знаю, фиг его видит. Поэтому пока ничего не перепаиваю. Будем пробовать на этой площадке. И что будем с вами делать? Так, надеюсь, вам все это действо видно. Первым делом смотрим. Аккумулятор заряжен. Подключаю площадку. Подключил. Так, вот таким макаром. И смотрите, что я придумал, как все это дело делать. Значит, подключаем провод к минусу. Поскольку мы все помним, что у нас на удлинителе на штанге рабочий провод управления является минусом. Подключаем на минус. На минус. Потом, чтобы, не дай бог, что-нибудь там не упалить, не спалить, я взял диод. Вот такой вот и диод. Это вы, конечно, на меня намекаете. Будем с вами пробовать через диод. То есть вот к крокодилу я подключаю диод. Второй конец я подключаю тоже к диоду. Так, и поскольку тут есть кнопочка включения, я включаю сам секатор. Надеюсь, слышно. Так, это все, чтобы не щелкнуть. Ну и активируем. Раз, два, три. Все работает. Все мы видим. Ну что ж, пробуем касаться вот этого вот контакта. Есть, ты смотри. Все у меня работает. Кстати, многие люди писали, что вот такая переделка у них получилась, все заработало. Но некоторые писали, что не получилось. Не знаю, почему так. Видимо, платы управления какие-то другие, но вы сами видите, что все... Причем прекрасным образом работает. Значит, сейчас что попробуем? А давайте попробуем перевернуть диод. Диод это такой гадкий утенок, который пропускает ток в одну сторону, но не пропускает в другую. Посмотрим, так ли это на самом деле. Касаемся. Да, мы видим, что все, ток у нас не идет никоим образом. Поэтому сейчас уже при вас я перепаивать площадку вот эту вот сюда не буду. Перепаяю я ее отдельно. Ну, наверное, не буду использовать вот эти вот толстезные провода, так как они абсолютно не нужны секатору. Достаточно будет и этих проводов. Поэтому я отпаиваю, припаиваю третий средний провод. Наверное, пока что через диод к плате. И будем с вами проверять.
Перепаял я площадочку, вот, которая была установлена в секатор. Ну и, соответственно, вот тройничок, который я сюда перепаял. Подключаем. Включаем секатор. Активируем. Раз, два, три. Кто помнит тройное нажатие. Смотрим, работает. Думаю, да, я попробую поактивировать секатор просто проводом без диода. И смотрим. Работает. И все, видите? Это не есть хорошо для секатора. Еще разок. Вот. И пошло работать. В то время как через диод все попытки активации должны пройти успешно. Ой, промазал. Ну, то есть, видите, нету такого А пару раз он у меня заходил просто в защиту. То есть, помогало только переключение батареи. Поэтому паяем, друзья, через диодик. Значит, диод может быть абсолютно любой, который у вас валяется, грубо говоря, под ногами. Марка этого диода еще старые советские КД-522Б. Вот, у меня этих диодов трындец сколько. Целая вот баночка, видите. Поэтому я помню, что у меня это все дело есть. Пошел, просто первый попавшийся диод взял. И все, как говорится, получилось. Что делаю сейчас? Сейчас припаиваю, беру, допустим, вот зеленый провод. Диод, все это дело в термоусадочку и подпаиваю под секатор. И опять мы с вами включимся и все это дело проверим еще пока что в разобранном виде. Все запаял, все припаял. Вот, диодик у нас в термоусадке здесь находится, на третьем контакте. Ну, а сюда я его припаял вот в эту точку. Это, друзья, черная не флюс, это обгорела изоляция немножко. Поэтому не отмоешь. Короче, как-то так. Ну что, давайте пробовать, что у нас получится. Так, подключили батарейку, ничего нигде не коротит. Включаем секатор. Активируем. Раз, два, три. Работает. Цепляемся сейчас уже к диоду с этой стороны. И с минуса на эту сторону диода будем подавать с вами минус. И смотреть. Надо, чтобы был хороший контакт. Все работает прекрасно и замечательно. Теперь собираю все в кучу. И проверяем уже вот на этой вот палке-удлинялке, да. Моя палка ниндзя. Короче, народ, собрал я секатор. Одеваем аккумулятор. Включаем. Активируем. Все прекрасно работает. Но, ребята, фокус в том, смотрите. Одеваю аккумулятор. Одеваю секатор. Одеваю секатор. Включаем. Активировать я могу издалека. Вот, давайте я вам продемонстрирую. Но он не работает. Слушаем. Не включается. Хоп, прикол. А мой секаторчик опять разобран. Не покидает меня мысль все это дело завершить, так как неудача постигла. Здесь работает, на штанге не работает. Первым делом, на что я подумал? На где-то плохой контакт. Либо здесь, либо со стороны рукоятки, да. Все это дело разобрал. На камеру уже не разбирал. Вот, ничего там в принципе сложного нет. Просто вот обыкновенная двухконтактная площадка. Припаяны два провода плюс и минус, соответственно, пошли на нашу вторую площадку. И от минуса еще один проводок припаян на кнопку. И с кнопки пошел опять в трубу на третий контакт. То есть все просто замечательно. С этой стороны тоже ничего там интересного абсолютно нет. Обыкновенная трехконтактная площадка. И припаяны вот эти вот три провода. Провода, друзья, там, не знаю, если мой глазомер не изменяет, что-то порядка 4 квадратов, наверное. И они очень-очень такие жесткие, дубовые. Поскольку
И тестер показал, что здесь у нас все хорошо с проводами, все замечательно. Вот я начал думать, что возможно из-за длины провода в трубе, а штанга у нас выдвигается на 2,5 метра, и внутри у нас целых 3 провода, соответственно, свитых в спираль, и они, конечно же, свиты еще и с запасом, чтобы не было в натяг. И я сразу подумал, что может быть вот это вот сопротивление провода плюс внутреннее как бы сопротивление диода как-то друг с другом складываются, и не хватает уже секатору мощности сигнала. Сделал я 2 диода параллельно, не проканала. Я и 3-й диод параллельно поставил. Вообще еще хуже стало. И тогда я начал что-то немножко думать. Взял эту трубу и сам себе думаю, в трубе находится 3 провода. Ну, минимум, наверное, по 3 метра длиной. Все эти провода, чтобы штанга у нас выдвигалась и собиралась, ну, в длинную и в короткую, конечно же, навиты там вот такой спиралькой, типа пружинки, чтобы мы растянули и, как говорится, сложили все это дело. И, следовательно, а там у нас 3 провода, напоминаю. Я начал думать, что вот эти вот навитые провода плюс металлическая труба каким-то образом создают катушку индуктивности офигенную, которая в свою очередь каким-то образом путает сигнал. Вот. И вторая моя мысль такая, что мы подаем с аккумулятора, вы все помните, когда я подключал напрямую, то секатор не каждый раз срабатывал. А бывали такие тык-тык-тык-тык, вот ровно так же, как он работал на штанге с аккумулятором. То есть не работал. Пытается включиться, но не включается. И тут я подумал, а возможно идет какое-то большое напряжение. Ну, можно, конечно, было все это дело, наверное, ограничить резисторами. Но, честно говоря, копаться в резисторах, у меня их тут немножко есть. Плюс на платах можно выпаивать. Мне не хотелось, поэтому я решил все это дело сотворить с диодами, подключив их, друзья, последовательно. Подключил я последовательно сразу 2 диода. И, о чудо, машинка на штанге заработала. Но, друзья, заработала она на оригинальном аккумуляторе Шидоку. И заработала она вот на комплектном аккумуляторе от Древака. От Древак, да? Но когда я подключил TPCL Tabless и TPCL вот такой аккумулятор, на этих аккумуляторах произошло точно такое же чудо, и секатор отказался работать. Ну, имеется в виду на штанге. И тут я вспоминаю, что, помните, я делал обзор, у меня был этот желтый тестер внутреннего сопротивления, и только аккумуляторы TPCL путали показания. И опять же, я подумал, что идет какое-то большое напряжение. И было принято методом научного тыка добавить, спалил уже стол, добавить 3-й резистор последовательно. Ой, резистор, 3-й диод. И, друзья, о чудо, все заработало, даже на штанге. Вот здесь я вам просто показываю, наглядный образец. А вот здесь у меня уже подготовлен проводок. Здесь, конечно, я припаяю лучше. Здесь у меня 2 диода. И вот на этой стороне будет тоже 1 диод, так как на контактную колодку уже сильно большая получается линейка, их и не влазит. А так этот диод будет на плате, а это на контактной колодке. Вот тоже в термоусадочный кембрик я его оформлю, и все будет отлично. Поэтому сейчас сделаем одно измерение, и я покажу вам одну интересную вещь. Что у нас получается? Значит, все это дело на сопротивлении включено. И мы с вами будем мерять сопротивление вот этих 3 диодов. И смотрите, что мы с вами, друзья, получим по итогу. Здесь у нас не протекает ток. Ну, диод на то он и диод. А здесь смотрим и удивляемся. 9,5 мегаом.
Вот такое офигенное большое сопротивление. Друзья, решил дополнить видео, так как при монтаже увидел, что опять я растяпа и не показал, что делается на дисплее тестера. Поэтому измеряем. Вот 3 диодика спаял. Измеряем. Так, сюда не бьется, а сюда мы получаем аж 10,5 мегаом. Вот такой вот результат. Попробую увеличить. Ага, тело пошло биться. Вот 10 мегаом. Конечно, как я уже говорил, можно, видимо, я не хочу пробовать уже, все это заменить одним сопротивлением на 10, допустим, мегаом. И, возможно, все это у нас заиграет и запляшет. Но, согласитесь, диод в этом случае намного лучше. Не дай бог, какое-то пойдет куда-то обратное напряжение. Вот диод все это дело может пресечь. А резистор уже ничего не сделает. Поэтому я остановил свой выбор на диодах. Тем более добился полноценной работы. Все, друзья. Сейчас я это все компоную, собираю. Короче, вот таким вот образом у меня все это дело получилось. Ну и опять же собираю, демонстрирую вам. Значит, ребята, говорил, не буду показывать. Но вот одну часть, то, что в рукоятке, я вам продемонстрирую. Так как скрутил, и немножко у меня несостыковочка была вот в этом месте. Поэтому попал зуб под низ. Вот такая кнопка. Вот провода просто дубовые. Квадратура не написана, к сожалению. Ну, квадрата не знаю. Квадрата 4, наверное, есть. Простая кнопка включения. Ну и вот простая площадочка. Двухконтактная. Вот, все, сейчас уже скручиваю правильно. И будем смотреть. Ну что ж, все собрал. Итак, оригинальный аккумулятор. Работает. Давайте смотреть. Второй китайский аккумулятор работает. ТП-целы, друзья, и в тот момент тоже тогда работали, когда было 2 диода. Давайте вот с этого начнем. Ну, в таком положении на штанге не работали. Все прекрасно, замечательно. И вот этот вот на таблес. Все в таком положении работает. Ну, а сейчас переворачиваю камеру и будем с вами смотреть, как работает на штанге. Итак, пристегнул секатор. Пристегиваем оригинальную батарею. Есть. Включаем секатор. Активируем. Все работает. Классно. Проверяем второй китайский аккумулятор. Включаем. Активируем. Работаем. Шикарно. Ну и очередь за ТП-цел красненьким. Подключаем. Включаем, активируем. Работаем. Все, видите, работает шикарно. Я очень, друзья, доволен. Ну и напоследок смотрим таблес. Включаем. Активируем. Работаем. Все работает. Ну и давайте напоследок мы все это дело с вами, конечно же, растянем. Посмотрим, как будет работать в растянутом
Ты смотри, упирается в растянутом положении. Так, я иду сюда. Не знаю, видно вам меня, не видно. Вот, друзья, все у нас работает. Работает как надо и по заводу. Это замечательно. Клянусь Богом. Думаю, на ютубе вы такого не найдете. Я буду, наверное, первопроходцем в таком, хотя точно не уверен. Честно вам говорю, нигде никакой информации не искал. Все, как говорится, додумывал своими мозгами. На этом, кому понравилось, обязательно подписка и палец вверх. Всем пока, до новых видео, до новых встреч. Надеюсь, может быть, в скором будущем переведем еще и пилочку вот под эту штангу. Пока. Желаю, чтобы все.